Всем привет! Интересные факты, выпуск номер 3. Эффект Барнума или Форера. Гороскопы – обобщенная информация, которая подходит многим. Эффект Барнума заключается в особенности человека воспринимать как полностью достоверное описание своей личности и оценки общего характера, способ возникновения которых представляет как научный или ритуальный, магический. Люди специфически воспринимают обобщенное описание их личности. Когда некоторые читают астрологические портреты, то склонны доверять им, убеждены в том, что эти характеристики абсолютно им подходят. Однако эти высказывания общие, неопределенные и поэтому пригодны для всех, так как никого на самом деле не описывают. Такие особенности восприятия психологи называют эффектом Барнума, в честь известного в прошлом американского антрепренера. Термин предложил американский психолог А. Фарн. В некоторых источниках утверждают, что его автор – психолог Пол Милл. Психологи определяют эффект Барнума как склонность, готовность людей воспринимать некритически как точное описание своей личности общее, неопределенное, расплывчатое, достаточно банальное утверждение, если даже не очень понятно, каким образом эти утверждения получены. Этот эффект также называют эффектом Форера, поскольку именно Бертрам Форер в 1948 году впервые провел эксперимент, в котором продемонстрировал его действие. Студенты выполнили тест, а исследователь заверил, что по его результатам он проведет психологический анализ их личностей. Однако вместо настоящего анализа он давал всем один и тот же текст гороскопа. Затем Форер попросил каждого студента оценить по пятибалльной шкале соответствие описания их личности. Средняя оценка, которую он получил, 4,26. Вот текст, предложенный Барнумом, который не раз воспользовались другие исследователи в подобных исследованиях. Вы нуждаетесь в том, чтобы другие люди вас любили и уважали, и в то же время вы достаточно самокритичны. Хоть у вас есть некоторые личные недостатки, вы способны их компенсировать. Вы обладаете значительным потенциалом, которым до сих пор не воспользовались выгодой для себя. Вы выглядите внешне дисциплинированным и уверенным человеком, однако в душе вы волнуетесь и чувствуете себя неуверенно. Порой вас охватывают сомнения, правильное решение ли вы приняли, правильно ли сделали. Вы предпочитаете многообразие и изменения, и бываете недовольны, когда вас ограничивают строгими правилами. Вы гордитесь собой как независимым умным человеком, вы не принимаете на веру чужие суждения без достаточных доказательств. Однако вы считаете, что не стоит быть слишком откровенным или искренним с другими. Иногда вы экстраверт, приветливый и общительный, а в другой раз интровертированный, осторожный, сдержанный. Некоторые из ваших стремлений нереалистичны. Остроумный эксперимент Барнума был повторен сотни раз, и эффект всегда стабильно повторялся. Один французский психолог разместил в газетах рекламу, которая предлагал услуги астролога. Получив сотни заказов, психолог разослал своим клиентам один и тот же гороскоп, состоящий из общих абстрактных суждений. Более 200 человек прислали психологу письма, полные благодарности за чрезвычайно точный прогноз. Можно объяснить эффект Барнума большим интересом к собственной личности. Этот эффект психологи исследуют около 40 лет. В какой-то мере они выяснили, в каких условиях человек склонен так реагировать на обобщенное описание своей личности, когда люди склонны верить именно этому и какие свойства тех суждений наиболее стимулируют этот эффект. Психолог Росс Стагнер провел эксперимент по схеме Барнума с более опытными людьми. Он предложил 68 работникам заполнить психологическую анкету, на основе которой можно было составить достаточно детальное описание их личности. Также он составил одну характеристику, фальшивку, в которой использовал 13 фраз из разных гороскопов. Исследователь зачитывал характеристики опрошенным, утверждая, что это описание сделано на основе психологического теста. Также он просил определить, насколько каждая фраза соответствует действительности, в какой мере отражает характер исследуемого. Более 30% участников считали, что их психологические портреты написаны удивительно точно, 40% довольно точно. Никто не определил свою характеристику как совершенно ложную. Существенно, что в эксперименте принимали участие довольно критические люди, которые имели большой опыт в оценке людей. Большинство участников признали наиболее точными такие фразы. Вы предпочитаете многообразие в жизни и начинаете скучать, если вас ограничивают строгими правилами.
Хотя у вас и есть некоторые личные недостатки, вы, как правило, умеете с ними справляться. Наиболее неподходящими в вашей сексуальной жизни все же случаются незначительные проблемы. Ваши надежды иногда бывают довольно нереалистичны. Характерно, что эффект Барнума срабатывает только на положительных утверждениях. Вот еще один пример исследования этого эффекта. Австралийский профессор, преподаватель психологии Роберт Тревен ежегодно просит студентов первого курса записывать свои сны или описать свое видение знаменитых роршаховских пятен. После этого профессор под большим секретом вручает каждому студенту один и тот же психологический анализ личности из 13 фраз, которым воспользовался еще Стагнер, и просит дать оценку, насколько ему удалась характеристика. Когда студенты при всей аудитории заявляют, что каждый отдельно сделанный профессором анализ является правильным, Тревен позволяет посмотреть в бумаги друг друга. По мнению профессора, такое исследование является хорошим началом изучения психологических курсов. Интересным моментом является то, что на силу эффекта Барнума не влияет престиж астролога или психолога, а легковерие, присущее в равной степени как мужчинам, так и женщинам. Снайдер изучал удовлетворенность составленным им гороскопом, одного содержания для всех. Более довольными были те, у кого астролог перед тем, как составить гороскоп, спросил год, месяц, день и время рождения. Также Снайдер установил, что результаты астрологического анализа личности исследуемые считали очень достоверными, когда в нем было в 5 раз больше положительных суждений, чем отрицательных. Если же описание содержало вдвое больше отрицательных суждений, чем положительных, то испытуемые не считали его достоверным. К восприятию описаний как достоверных более склонны люди обеспокоенные, расстроенные, охваченные тревогой, не очень счастливые, которые ищут возможность получить определенную поддержку, хотят избавиться от гнетущих переживаний и неуверенности. Участники исследования также могут вызывать артефакты в зависимости от того, какое поведение им свойственно. Услужливые пытаются угодить экспериментатору, они готовы выполнять скучную, длительную, бессодержательную работу. Осторожные избегают ошибок, представляют себя в лучшем свете. Открытые выполняют прихоти экспериментатора, чтобы продемонстрировать свое доверие. Прозрачные любят сотрудничество, выставляют на показ свои собственные переживания. Эгоисты стремятся подтвердить собственную самооценку. Подозрительные пытаются скрыть свои истинные реакции. Спасибо за внимание, ставьте нравится, делитесь с друзьями. Пока.